Именно поэтому я на месяц отказываюсь от социальных сетей. ТикТок, если речь идет о детях 10-14 лет. Но даже не надейтесь, что они его удалят. Эй, Айла, можешь накрыть на стол? Серьезный вопрос, способствуют ли социальные медиа детской депрессии? Айла, накрой на стол, пожалуйста. Можете экономить свое время. Долгожданный выпуск. Вы его просили, вы его ждали. Brand new YouTube videos live. Listen, I went on Omegle and I got banned. Почему постоянно так происходит? Почему мы всегда сидим в телефонах, даже когда у нас нет запроса? Я начал замечать, что стараюсь теперь заполнять вот эту тишину и пустоту. Если некоторое время назад, буквально 2 года, я реально отошел от компьютеров, от телефонов, от всех соцсетей и жил просто великолепно. Я не боялся, что я упущу какой-то момент. Я не боялся, что я чего-то не увижу, чего-то потеряю. Социальные сети я использовал только как коммуникация для того, чтобы встретиться в настоящей жизни. Или, например, чтобы найти определенный рецепт, чтобы найти определенный адрес. То есть по запросу, когда у меня возникала какая-то задача, которая требует решения, и я, соответственно, гуглил. Сейчас же, даже у меня, если нет запроса, я могу просто сидеть, листать ленту. Ленту в ВК, ленту в Инстаграме, ленту в Ютубе, а порой везде и сразу. Иногда даже сижу на Авито или на какой-нибудь Юле. Ты думаешь, так, сейчас я присмотрю себе что-нибудь повыгоднее, какой-нибудь, не знаю, соевый протеин веганский, но потом ты думаешь, у меня же дома стоит банка, зачем я это делаю? Я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, это стало привычкой, возможно, это стало модой. Возможно, просто-напросто мозг так устроен, что ему по кайфу, когда ты получаешь все новую и новую информацию. Он вырабатывает определенные гормоны радости, он вырабатывает дофамин. Потому что раньше, когда ты получал знания, для тебя это значило определенного рода успех. Ты научился разжигать огонь, ты научился готовить пищу. Это все увеличивало продолжительность твоей жизни и благоприятно способствовало по развитию рода, человечества и так далее. Как тебе контент свой? Ну, мне, ребят, такой, конечно, не нравится. Я вообще в жизни своей, честно сказать, вообще никогда не тусовался. Сейчас же мне, наоборот, кажется, интернет становится больше злом, но не из-за того, что он такой плохой сам по себе, а из-за того, что люди начинают неправильно пользоваться им. Вместо того, чтобы действительно по нужде заходить туда, они пытаются все свое время погружать в виртуальную реальность, они пытаются большую часть времени своей жизни настоящей проводить в каких-то рамках, в телефонных, в компьютерных, в любых рамках. Мне кажется, так происходит, потому что человек боится остаться наедине с собой. Он боится услышать себя, он боится услышать свои мысли. Не знаю, мне тяжело на это смотреть, и именно по этой причине... Ну а что я могу сделать, грубо говоря, хочется сказать. Но я хочу спасти себя, я хочу спасти свое время, я хочу спасти свою жизнь. Именно поэтому я на месяц отказываюсь от социальных сетей. Я надеюсь, что и у тебя получится сделать такое. Потому что, я не знаю почему, просто попробуй, как это изменит твою жизнь, как это изменит твое времяпрепровождение. Может быть, ты найдешь новое хобби, может, ты найдешь новых друзей, может, у тебя появится больше поводов для того, чтобы общаться с людьми. Такое даже человеческое минимальное общение, оно меня воодушевляет, оно мне приносит удовольствие. Больше, чем если я загуглю и узнаю. Под социальными сетями я имею в виду все платформы. Почту, Авито, Инстаграмы, Ютубы, ВК. И оставляю я себе только Телеграм и WhatsApp исключительно для учебы. Сейчас же... Окей, 5 секунд. Да, мам, доброе. Мне реально больше нечего сказать. Тут надо только действовать. И когда ты замечаешь в себе любого рода зависимость, ты должен пытаться не замалчивать ее, ты должен не пытаться скрывать ее, ты должен уметь справляться с ней, уметь преодолевать эти трудности. И несмотря на то, что, да, первое время будет психологически трудно, особенно если ты девушка, которая зависима реально от этих сетей, зависима от внимания, которое получает благодаря лайкам, благодаря комментариям, которая все это отслеживает, у которой даже самооценка
коррелирует с тем, что они напишут. Если тебе напишут «ты красотка», ты думаешь, будет «да, да». Если тебе напишут «ой, у тебя там ухо торчит» и еще что-то, какие-то джинсы не очень, ты сразу начинаешь загоняться. И это неправильно, потому что, да, это круто, общественное мнение, оно иногда определенно полезно и важно. Но когда ты начинаешь исключительно доверять всему вокруг, ты загоняешь себя в огромнейший тупик. Так что увидимся с тобой через месяц. Желаю тебе, чтобы ты поменьше времени проводил в каких-то виртуальных реальностях, а побольше находился здесь, в моменте, с собой, замечал все это прекрасное чудо вокруг себя. И что тебе еще, казалось бы, надо? С любовью, Кирилл. Холодильник тикает. Круто, да? Даже музыка считается за заполнение пустоты фоном, поэтому откажусь я и от музыки. Я откажусь от любого воздействия на меня от телефона и каких-то потусторонних связей. И буду находиться здесь и сейчас. В детстве у нас этого всего не было, и мы жили потрясающе. Мы постоянно радовались, мы постоянно общались. Это было невообразимо. Сейчас же общаются только по скайпу где-нибудь в Майнкрафте или на других стримах. Но... Готов поспорить, что ты никогда не ел попкорн без телевизора, без кино, вот в такой вот тишине, замечая его количество, замечая его вкус, замечая его запах, замечая даже его цвет. Первое время тяжело, реально, ты начинаешь обращать внимание на все звуки. Ты слышишь телевизор у соседей, ты слышишь, как проезжает машина, ты слышишь, как лает собака, ты слышишь, как ругаются в соседнем доме, и ты слышишь себя. Потрясающий фильм о человеческой зависимости от социальных сетей, интернет-ресурсов, как это влияет на нас, как это влияет на нашу психику, как это влияет вообще на мировые отношения, как это влияет на все те катаклизмы, которые происходят в обществе.